Привет, меня зовут Саша Акимов, и сегодня я наконец-то расскажу вам про объектив Olympus 1240 f2.8 Pro. Наконец-то, потому что я уже давно обещал добраться до хоть какого-нибудь Pro стекла, потому что я уже все Prime линзы, то есть их фиксы с относительно большой светосилой и недорогие при этом обозрел. Не считая там парочку спорных объективов, которые непонятно к какой линейке отнести толком. В общем, наконец-то про стекло первое у меня на канале. Но конкретно от Olympus я, конечно, имею в виду, потому что не так давно я на канале вообще делал уже обзор на 1235 f2.8 от Panasonic. Это первая версия была объектива, и, в общем-то, этот объективчик 2012 года не так уж и плохо оптически, то есть он прям интересен, хорош, максимально, особенно на тушках Panasonic, где все внутрикамерно исправляется, любые дефекты. Но если ты, конечно же, снимаешь в RAW и начинаешь проявлять, и вдруг ты ненароком отключишь какие-то внутрикамерные коррекции или профиль объектива выключишь, то ты увидишь, что там прям в полном объеме присутствует и дисторсия, и виньетка, и хроматические аберрации, и вообще очень много косяков, на самом деле, достаточно таких ощутимых. Но, тем не менее, объектив тот показался мне не таким уж и плохим, даже с учетом всех этих минусов. И в том же ролике я, собственно, как раз упоминал, что через год вышел объектив от Olympus 1240 f2.8, наш сегодняшний герой, про который я буду рассказывать. И он оптически гораздо более совершенный. То есть у него нет каких-то вот прям настолько ощутимых косяков. У него есть там небольшие какие-то минимальные косячки, но, опять же, это зум-объектив. То есть здесь все равно какие-то небольшие компромиссы должны быть. Нельзя сделать абсолютно идеальное стекло, когда у тебя достаточно большой разлет фокусных. В отличие от эквивалентных 70 мм, которые были на объективе Panasonic, здесь 80 мм в эквиваленте получается. И это уже, можно сказать, такой заход где-то в зону классического портрета, наверное. А на широком углу, само собой, конечно же, имеется тоже дисторсия, но она не настолько сильная, не настолько выраженная, как у объектива Panasonic, и, соответственно, при исправлении у тебя гораздо меньше обрезаются края у картинки. Olympus 1240 мм f2.8 Pro стал самым первым объективом в их уже ныне достаточно обширной линейке про стекол. Сейчас уже и не только с f2.8 дыркой появились объективы. Там примерно в это же время, когда он появился, там с небольшой разницей во времени, выходили сразу же там 40-150 мм f2.8 Pro, 7-14 мм f2.8 Pro и внезапно, что довольно странно, такое фокусное необычное, это 8 мм f1.8, то есть очень-очень светосильный фишай. Это прям как-то нестандартно, и при этом это реально Pro линейка. Чуть позднее появился 300 мм f4, и дальше уже стали появляться с f4 дыркой, собственно, тоже про качество объективы, влагозащищенные, классно собранные и оптически просто замечательные, просто чуть темнее и за счет этого гораздо компактнее. И в некоторых из них еще присутствует дополнительно стабилизация оптическая, как, например, в 12100 f4. И чего прям очень не хватало в линейке, чтобы действительно считаться прям по-настоящему профессиональной, чтобы ее могли использовать прям люди, которым было бы за нее не стыдно, наверное, появились фиксы, у которых уже светосила гораздо выше, с дыркой 1.2, 1.4, это 25 1.2, 45 1.2, 17 1.2 и 21.4. Это все про стекла. Это я не называю никаких праймов. И 1240 f2.8 стал и для меня, собственно, первым профессиональным стеклом, которое я использовал на Олимпусах. Потому что до этого у меня были простенькие Олимпусы. До того, как я купил первую единицу, у которой 1240 был уже китом. Я такие примитивные, темненькие зумчики, которые были там одни из первых у них с парковочным еще механизмом. Мне они прям не понравились, и я там, призадумался о том, что лучше все-таки юзать, наверное, фиксы. Я использовал праймы. И, конечно, разница между примитивным каким-то китом и профессиональным объективом, просто как между небом и землей. Поэтому, когда я приобрел себе 1240 f2.8, я прямо получил огромное удовольствие. Но это не помешало мне в дальнейшем все равно
пересесть на 12-100 f4. Достаточно стандартный разлет фокусных 24 на 80 мм с дыркой, довольно тоже светосильная f2.8. Это, конечно, все замечательно, но для моих нужд, для каких-то каждодневных съемок или для какой-то студийной работы мне, в принципе, за глаза и за уши, и даже более того, хватало 12-100 f4, у которого, конечно, может и диафрагма максимальная потемнее, но он гораздо более универсален в повседневном каком-то обиходе. Можно, в принципе, он решает почти все задачи, можно вообще объективы не переодевать. Тут, получается, у тебя в эквиваленте фокусные 24-200. Ну, типа, нафига другие еще какие-то объективы, в принципе, нацеплять. Единственное, что, конечно, да, когда мне требовалась светосила, то есть мне нужно было, допустим, там какой-то репортаж снимать в темных каких-то условиях или еще какие-то условия вынуждали меня использовать более светосильную оптику, я брал просто недорогие праймы, тот же 45 1.8 для портретиков или там 17 1.8 для репортажа. Или на худой конец у моего приятеля просто одалживал 75 1.8, он просто прекрасен, то есть можно там концерт какой-то на него отснять совершенно спокойно. Ну да хватит разглагольствовать, давайте уже я, собственно, сам объектив, про который сегодня рассказываю, покручу в руках и вам его покажу. Объектив увесистый, и он прям такой крупный, ну, в сравнении, конечно же, с темными китами на микро 4/3. Понятно, что он меньше, чем какой-либо полнокадровый, там, в эквиваленте объектив, но, тем не менее, он довольно такие ощутимые габариты имеет. Но это если рассуждать в рамках недорогой какой-то микры, это все-таки про стекло, но и светосильное, и круто сделанная. Тут, естественно, корпус полностью из металла. Все кольца, которые тут есть, тоже все из металла. Ну, с такими они мелкими насечками. Здесь такие ребрышки приятные, без какой-либо резины. С одной стороны, это, конечно, хорошо, то есть здесь никакие резинки у тебя не деградируют со временем, не растянутся. Ну, собственно, нечему растягиваться, когда тут нет резины. Но и металл постепенно царапается, несмотря на его долговечность, да, то есть все равно какие-то мелкие царапки тут на корпусе, если так присмотреться, можно увидеть. Все-таки он покрашенный, во-первых, в черный цвет, поэтому тут просто краска банально стирается от времени. Ну ладно, это не столь важно, тут, в принципе, это только косметические какие-то такие вещи. Ну, широкое кольцо, как вы уже увидели, отвечает здесь за зумирование. Фокусные изменяются в диапазоне от 12 до 40 мм, что в эквиваленте, если пересчитывать на полный кадр, равняется как 24 на 80 мм. И если вспомнить, да, опять же, о светосиле f2.8, то в сравнении с полным кадром это все же компактный профессиональный зум с трехкратным увеличением. Даже с учетом выдвигающегося хоботка, тем более, что хоботок, ну, выдвигается совсем чуть-чуть, он не удваивается размер его, то есть, ну, где-то в 1,5 раза больше становится объектив по длине. Узкое колечко, оно отвечает за ручную фокусировку. Ну, то есть в данный момент можно, в принципе, включить, например, в камере функцию доводки, то есть ты автоматически сфокусировался, если там надо что-то просто скорректировать можешь сам. Ну и также здесь есть мною горячо любимый клатч-механизм, когда ты просто сдвигаешь на себя и мгновенно переключаешься в режим ручного фокуса. Сразу же камера переключается только в мануал. Все очень просто реализовано. Переключился в мануал. Все, обратно в автомат переключился. И причем это именно механическое кольцо фокусировки. Оно имеет ход от 20 сантиметров и до бесконечности. Ну и на нем нанесены, конечно же, вот здесь шкалы расстояния, они в футах и метрах. Передний элемент достаточно велик, и диаметр светофильтра 62 мм. Вообще в комплекте должна быть такая прикольная бленда, которая фиксируется по бокам кнопками, то есть случайно ее не снимешь. Но у меня, к сожалению, сейчас ее нет. Ну и вполне себе естественно. Конечно же, как профессиональный объектив 12-40 мм f2.8 имеет влагозащиту. У него сзади, вы можете увидеть, здесь есть уплотняющая резинка. Ну и также по всему корпусу у него множество уплотнений во всех движущихся частях. И Olympus — это один из немногих производителей, который указывают все-таки степень защиты своей техники официально. У этого объектива, например, сертификация IP53. Это означает, что от пыли он защищен частично, то есть не абсолютно герметичен. То есть пыль
Технически может, наверное, попасть, но это я не знаю, что там должно случиться, чтобы она там под каким-то невероятным давлением туда задута была в какой-нибудь, не знаю, аэродинамической трубе. Может быть, только если так. Просто так из воздуха пыль, которая там в нем витает, сюда в корпус в этот не попадет. Ну, по крайней мере, я, насколько понимаю, да, эту сертификацию. Ну, а тройка означает, что здесь есть защита от влаги, от брызг со всех сторон. Причем не то, чтобы там прям под каким-то напором, но в целом под душиком можно помыть объектив, ничего с ним не должно случиться, я экспериментировать не буду. Все-таки он не мой. Ну, могу сказать, что на такой объектив я в ливне снимал, в экстремальных всяких условиях снимал, снега и прочее. Короче, ничего никаким образом на нем не сказалось. Ах, да, еще чуть не забыл. Тут есть дополнительная еще функциональная программируемая кнопка LFN, на которую можно повесить вообще абсолютно любую функцию. Ну, а теперь поговорим о том, на что, собственно, 1240 f2.8 годится. И начнем с самого очевидного. Конечно же, как и любой реальный, настоящий про-объектив, профессиональный, максимально навороченный, сделанный с любовью, у него сложная оптическая схема с огромным количеством самых разных элементов и так далее, то есть там крутое просветление и так далее. Он офигенно резкий. На любом фокусном, на любой диафрагме у него вообще все в порядке с картинкой. Мыло мы там нигде никогда не обнаружим. Ну, конечно, на максимально открытой диафрагме на широком углу есть немножечко, так сказать, смягчение по углам кадра. Но это, скорее всего, связано не с оптическими какими-то качествами, а с тем, что у него присутствует некоторая дисторсия, и она исправляется внутрикамерно или профилем объектива, и вот из-за этого небольшого растягивания углов все же происходит такое смягчение. Так что, ясное дело, можно снимать какие-то пейзажи, абсолютно не беспокойся о том, что у тебя вдруг окажется какая-то веточка недостаточно резкой где-нибудь там на периферии кадра. Нет, нифига, все ветки, вся кора, каждый листочек, еще какая-нибудь херовинка мелкая, все будет резким и дерзким максимально. Ну, само собой, архитектуру тоже на этот объектив можно снимать замечательно. Здесь искажения исправлены просто отлично. Ну, вот внутрикамерно они исправляются и так далее. Но, опять же, сами понимаете, на 12 мм, что эквивалентно 24 мм, у вас будет все равно неизбежно такие вот трапециевидные наклоны домов. Если вы снимаете с нижней точки, а не с середины соседнего дома, то это как бы просто супер очевидное перспективное искажение. Ну и у объектива очень хороший микроконтраст, даже на открытой дырке он просто супер резкий. И традиционно для всех объективов на микро 4/3 у него достаточно близкая минимальная дистанция фокусировки. Соответственно, объективу доступна прям практически полноценная макро. Ну, конечно, это не макрообъектив уж прям, да, по-настоящему, но снимать на него всякие цветочки, лепесточки, тычинки и вот эту вот всю лабуду прям сплошное удовольствие. То есть это прям отличная развлекуха, потому что он действительно очень близко фокусируется, практически макрушник у тебя всегда на камере. К тому же, в отличие от объектива Panasonic 1235, про который я уже говорил, у него все-таки конструктив полностью металлический, у него есть честная защита, которая обладает нормальным настоящим рейтингом IP53,
что означает, что он защищен от брызг со всех сторон и от пыли практически полностью защищен. То есть, ну, там пыль может, конечно, попасть, но это прям не знаю, что должно случиться. Соответственно, ты можешь не бояться использовать его во время там ветра, снега, дождя, каких-либо страшных небесных кар и так далее. То есть, он прям супер живучий. Плюс он еще и морозостойкий до минус 10. Там гарантировано, что у тебя все будет прекрасно работать. Я, правда, снимал на него и в минус 25, и в минус 30, и все было с ним в порядке. Он отлично работал, никаких сбоев, никаких глюков с ним не происходило. Ну, я частенько также использовал его в качестве репортажного объектива, потому что, ну, он практически бессмертный, по моим ощущениям, и можно не бояться спокойно его использовать во время какого-то жесткого замеса, когда какие-нибудь космонавты, например, избивают дубинками людей, которые вышли высказать свою гражданскую позицию. Можно, в общем, не переживать за то, что камеру тебе уж там супер легко разобьют. Ну, при желании, конечно, разобьют вместе с твоей башкой, если ты там подвернешься под руку. Но, тем не менее, гораздо меньше ты переживаешь, чем за объективы из пластика. Ну, а благодаря тому, что фокусировка абсолютно бесшумная и просто молниеносная, то есть прям мгновенная. Я, конечно же, имею в виду на профессиональных единичках у Olympus это уж 100%, потому что там контрастно-фазовый фокус, и, то есть там прям вообще сразу же фокусируется, куда тебе нужно, без каких-либо там прогонов линз лишних. В общем, я к чему это говорю? К тому, что на этот объектив также удобно снимать и абсолютно невозбранно можно стрит какой-либо, потому что, ну, даже если ты рядом с людьми находишься, никто ничего не услышит. Тем более, что у всех актуальных камер OM серии, у них очень быстрое считывание электронного затвора. То есть у тебя не будет роллинг-шаттера, и при этом камера звука никакого не издает при съемке. Ну и, естественно, фокусное расстояние на длинном конце 80 мм и светосила f2.8 позволяют тебе снять все-таки, да, какой-либо портретик и даже получить какую-никакую бакешечку. Хотя я, честно говоря, предпочитаю снимать на прикрытой диафрагме и снимать с каких-нибудь необычных ракурсов людей, каких-нибудь милых дам или, там, допустим, интересных мужчин. Почему бы не пользоваться другими способами выражения? Помимо бакешечки, я не знаю. Но, тем не менее, бакеху тоже можно из него выжать, ну а при желании можно снять и без нее. Ну и я думаю, если вы давно смотрите мой канал, вы так понимаете, почему я, в принципе, без проблем абсолютно и безболезненно и с большим удовольствием перескочил после этого объектива на 12100 f4, потому что, ну, я не надрачиваю на пресловутое размытие какое-то, не надрачиваю на бакешечку эту несчастную или на узкую глубину резкости. Мне, в принципе, это не особо важно. Для меня важнее гораздо оптические качества объектива другие, такие как резкость, универсальность фокусных расстояний, ну и всепогодная, прям полноценная нормальная защита. И, соответственно, 12100 f4 этим всем критериям отвечал, поэтому я его и взял. Ну а наш сегодняшний герой 1240 мм f2.8 Pro, он таким является достаточно классическим все-таки вариантом в плане фокусных расстояний, но это самые востребованные фокусные расстояния, и он все равно достаточно универсален, практически как какое-то многофункциональное устройство, метафорически, там, как будто, да, вот ты взял себе какую-то такую вещь, у которой есть там и штопор, и отвертка, и плоскогубцы, и там, не знаю, все на свете, вот как бы, да, все в одном. Он решает огромный спектр задач совершенно спокойно и без проблем. Ну и опять же замечу, что объектив хоть и компактнее, и легче гораздо, чем какие-то аналоги полнокадровые, там, значительно меньше, там, раза в 2, в 3, может быть, меньше и легче, но все равно он довольно крупный для в целом небольшой, не крупной такой системы, как Micro 4 третьих, и его не очень комфортно использовать на маленьких тушках типа там серии Pen у Olympus или там каких-нибудь GX, там, GF у
Panasonic. Поэтому я рекомендую все же использовать такие большие стекла мощные на профессиональных тушках, на флагманских каких-то тушках, у которых уже присутствует нормальный хват, чтобы было удобнее просто его использовать, чтобы не было какого-то перевеса у тебя и рукам просто было нормально и удобно. Ну и как я неоднократно уже повторял, все-таки объективы Olympus лучше использовать на тушках Olympus. Там они лучше всего раскрываются. Ну, то же самое справедливо и для объективов Panasonic. То есть, если ты используешь какую-то крутую тушку Panasonic и крутой объектив, лучше их между собой сочетать. И тогда они прям раскроются во всей красе. Там будет максимальное качество. Но я надеюсь, что мой обзор не окажется слишком уж хвалебным и окажется для вас все же полезным при выборе объективов. Если вы там задумались, что себе там на тушку Olympus взять из стекол, может быть, этот вариант для вас как раз подойдет. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Обязательно ставьте лайки, чтобы все-таки увеличилась релевантность и чаще показывали мой ролик. Ну и не забывайте о том, что у меня существует Boosty, на который можно также подписаться. Там совершенно микроскопические донаты. Можно поддержать таким образом канал, если вам, конечно, нравится то, что я делаю, ну или просто выразить свое уважение какое-то. Ну а я желаю всем хороших снимков и пока!